Привет, мои хорошие! Сегодня я покажу вам рецепт и вместе с вами приготовлю хлеб томатный по итальянскому рецепту. Вы посмотрите, какой он получается нежный, хрустящий. Самое главное, он изумительно сохраняет форму. Так что даже в России мы можем приготовить настоящий итальянский хлеб. Давайте скорее приступим и будем готовить. Что же мы для этого делаем? Мы берем молочную сыворотку, у меня кефирная, либо воду, добавляем томатную пасту. Сыворотка практически горячая, очень-очень теплая. И перемешиваем до однородности. Наша основа готова. Добавляем к нашей основе сушеный базилик. Следом добавляем сушеный чеснок и молотую сухую кинзу. И опять же все перемешиваем. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Теперь мы берем чашу хлебопечки и переливаем сюда нашу основу. Видите, еще даже пар идет. Все как нам нужно. Теперь добавляем масло. У меня растительно-оливковое. Но у кого есть чисто оливковое, можете добавить и его. Я добавляю мерные ложки, но если у вас их нет, то это 2 столовых ложки. Добавили. Следом к нашей основе добавляем мед. Жидкий. Ну, можете и не жидкий, если у вас другого нет. Следующим этапом у нас идет мука. Муку добавляем самую обыкновенную пшеничную. И самое главное, обязательно в любой хлеб, который бы вы ни готовили, муку нужно обязательно просеивать, если хотите, чтобы он получился пышный, красивый, такой пористый весь. Если муку не просеять, то ваш хлебушек очень плохо поднимется. Поэтому просеиваем, не ленимся. В данный замес, в первый, я добавила 500 грамм муки. Возможно, мне потребуется побольше. Это мы посмотрим в процессе приготовления после первого замеса нашей хлебопечки. Разравниваем слегка наш хлебушек будущий. Теперь с одной стороны добавляем сахар в одну часть хлебопечки. В другую часть добавляем соль. Делаем небольшое углубление. И теперь добавляем последний ингредиент, но от этого не менее важный, это у нас дрожжи. И в углубление, которое мы сделали. Дрожжи вы можете использовать любые. Я вот сейчас на пробу взяла такие. Посмотрим как раз, что получится. Все. Теперь у нас идет завершающий практически процесс. Устанавливаем нашу чашу хлебопечку до характерного щелчка. Закрываем. Выбираем программу. Программу мы выбираем Basic, самую обычную, которая идет для стандартного приготовления хлеба. Но единственный нюанс, мы выберем корочку более темную. H. Это означает Dark, темная. И устанавливаем старт. Теперь будем ждать, когда произойдет первый замес, после чего откроем хлебопечку и посмотрим, в каком состоянии находится наше тесто. Не отключайтесь, обязательно посмотрите, как должно быть. Наше тесто замешивалось в течение 10 минут, как видите, проверяем. Видите, какой комочек? Он практически не липнет к рукам, я даже вот могу взять, ничего не остается. Поэтому мы муки больше не добавляем. Это то, что требуется. Вы смотрите по своей хлебопечке, по своей муке. Хотя производители пишут, что у всех мука пшеничная, высший сорт, супер-пупер, но почему-то она отличается именно по составу, по консистенции. А из-за этого приходится проверять после первого замеса. Не забывайте, что хлебопечка – это не то, что, к примеру, мы заложили все наши ингредиенты, продукты и забыли. Нет, она выполняет основную функцию, она только печет. А что вы в нее положите, то вы и получите на выходе. Поэтому еще раз покажу. Видите, какая красивая у нас получается булочка, замечательная. Я, кстати, спокойно могу ее взять в руки, просто не буду этого делать. И у меня ничего не остается на руках. Поэтому мы закрываем и оставляем ее в покое. Наша хлебопечка произвела замес дважды. До окончания приготовления остается 2 часа 15 минут. Что же мы теперь делаем? Открываем хлебопечку, вынимаем наш хлебушек, колобочек наш, вытаскиваем мешалку, потому что в дальнейшем она только повредит хлеб.
Формируем наше тесто в шарик. Сформировали такой овальный шарик. Отправляем в хлебопечку. Слегка распределяем. Вот видите, очень красивый у нас шарик получился. Закрываем хлебопечку и все. Больше ее до окончания приготовления не трогаем. Ждем. Прозвучал характерный звуковой сигнал, а это означает, что наш хлебушек приготовился. Вы только посмотрите на эту красоту. Он стал пышный, увеличился, наверное, в объеме раза в 3. Ну, не знаю, 2,5 точно. Поэтому теперь мы аккуратненько вынимаем. Будьте осторожны, все железные инструменты очень горячие, поэтому воспользуемся полотенчиком или прихваткой и выдергиваем. Опачки! Посмотрите, какая красота! Кстати, благодаря тому, что мы вынули мешалку, у нас получилась всего лишь такая дырочка. Хлеба здесь осталось совсем немножко. И наш хлеб не будет изувечен, потому что если, к сожалению, оставить мешалку, то при вынимании будет разрез, и при нарезании кусочков он может ломаться. Переворачиваем хлебушек, обязательно накрываем полотенчиком и даем ему время остыть, чтобы он у нас не был влажным. Займет эта процедура, минут 30. Вообще в идеале час, но скорее всего я не выдержу и через 30 минут уже буду резать хлеб. Как раз покажу вам, какой он внутри. Прошел уже целый час. Я вытерпела, я смогла. Теперь смотрим, какой у нас хлебушек получился. Так, я разрежу его строго напополам, чтобы было всем понятно. Да и мне самой тоже. Открываем. Ну ничего себе, вы посмотрите. Он мягкий-примягкий. Сделаем вот так, эксперимент проведем. Корочка, как она хрустит. Смотрим, видите, он приобрел у нас очень красивый красно-оранжевый цвет, изумительный. Как он пахнет, вы просто не представляете. Все-таки то, что мы добавили специи, эффект стоил того. Посмотрите, насколько он мягкий. Я режу, а он просто хоп, у меня сминается. И в то же время он приобретает первичную форму. Правда, я отрезала очень тоненько. Прекрасный, пористый. Попробуем на вкус. Что могу сказать? Супер! Всего в меру, всего хватает. Рецепту однозначно быть. Пробуйте. И, кстати, сейчас покажу, с чем можно его кушать. Подаем с творожным сыром, кстати, с домашним, из кефира. Видео есть у меня на канале. В принципе, хлеб из привычных ингредиентов, но итальянские мы можем попробовать, покушать, отведать у себя в России. Разве это не здорово? Так что приятного аппетита, готовьте с любовью и будьте здоровы. А я пошла кушать.